Друзья, всем привет! С вами Айман Ескараева. В этом видео я хотела бы рассказать о самом распространенном правонарушении, которое происходит на территории Эмират. Это мошенничество. Я юрист в Дубае. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на меня в социальных сетях и пишите в комментариях свои вопросы. Одно из самых распространенных правонарушений, с которыми ко мне приходят люди, это, к сожалению, люди теряют деньги на территории Эмират, и это вся сфера, которая работает на то, чтобы привлекать инвестиции в страну, также является плодотворной почвой для тех, кто придумывает различного рода махинации, привлекает аферистов. Практически не проходит недели, чтобы ко мне не обратился человек, у которого обманным путем забрали деньги. Итак, что же такое мошенничество? Согласно законодательству, это определение, когда у вас обманным путем забирают деньги. То есть вы сами лично приносите, потому что по каким-либо убеждениям вас, соответственно, уверили в том, что вы получите какую-либо прибыль или вам необходимо вложиться в инвестиции. И очень много схем мошенничества. В данном видео я хотела бы поговорить и остановиться на тех основных заблуждениях, с которыми сталкиваются наши граждане, когда приезжают сюда и инвестируют свои деньги, или занимают в долг, или это может быть огромное количество разного рода схем по изъятию денег. Очень интересное наблюдение, что вообще сами мошенники сейчас стали очень профессиональны, или в моей работе встречаются такие, они очень искренние. То есть они искренне верят в то, что вам продают. Они продают и вовлекают в какие-то странные схемы, при этом они могут так убедить, что люди действительно верят. И, скорее всего, я замечаю, что, возможно, этот человек и сам обманывается. Возможно, он является одним из звено этой крупной схемы мошенничества. Поэтому, если вам, соответственно, даже близкий и знакомый, друг, брат, сват предлагает какую-то странную схему. Это может быть, кстати, и не странная схема, это может быть вполне понятная схема бизнеса ведения или инвестиций, но в любом случае то, что они умеют искренне убедить, это факт, и они порой сами заблуждаются и сами верят в какие-либо интересные вот такие вот схемы по быстрому заработку денег, это может быть, или они искренне рассказывают вам о какой-то душетрепательной истории, у них всегда заготовлены какие-то интересные ответы с высылкой вам фотографии, это может быть какие-то отговорки в плане того, что у них лежит кто-то в больнице, или они там попали в серьезную ситуацию, срочно нужны деньги. И вот эта искренность, она подкупает. То есть это не потому, что мы с вами настолько глупые, что несем деньги. Это на самом деле люди, которые умеют очень правильно, очень интересно, информативно донести до нас душетрепательную историю, которой мы проникаемся. Еще одно интересное наблюдение в моей практике, друзья, поскольку я почти каждый раз работаю с таким родом преступлений, с такого рода преступлениями, это то, что они не пропадают. То есть, если человек не пропал, он отвечает на ваши сообщения, он продолжает с вами быть на связи, это еще не означает, что вас не обманывают. Возможно, он тянет время, возможно, ему просто нужно еще на какой-то период находиться на этом номере. То есть различные многие факторы, и которые вас немножко успокаивают. На самом деле это не так. То, что они не пропадают, то, что они отвечают на ваши сообщения, то, что они с вами все время на связи и пытаются вас убедить, что вот-вот-вот-вот, да-да-да, подожди, мы тебе вернем деньги, или там еще вложись. То есть это не факт. Современные мошенники перестали вообще скрываться. Что еще более интересно, эти люди, они довольно-таки вежливые. Они вежливо вам отвечают, они вас где-то упрекают. И самое интересное, они даже возвращают часть ваших денег. То есть я вижу сейчас, как это происходит. Это человек, который может годами тянуть время, убеждая вас, что подождите немного, скинет, когда вы очень сильно разозлились и готовы там пойти в полицию, он может вам скинуть какую-нибудь сумму, соответственно, какие-нибудь отговорки, соответственно, сказать, что подожди.
Более того, в моей практике даже бывают случаи, когда они убеждают повторно вложиться, то есть якобы я в тюрьме, пожалуйста, скинь мне деньги, я должен выйти и, соответственно, тебя спасти, там, эти наши деньги, то есть мы вместе попали. Или этот человек может заготовить какие-то фотографии, о которых я уже выше говорила, потому что на самом деле эту байку они говорят не только вам, возможно, еще кому-то, то есть они подготовлены, они вежливые, и они частично возвращают ваши деньги порой, то есть поэтому не нужно ожидать, что если человек сейчас вернул вам часть денег, то в принципе можно успокоиться, и вы успокаиваетесь. Очень часто бывает, что вы успокаиваетесь на полгода, на 3 месяца, и вы думаете, ну, человек, значит, вернет, соответственно, он обещал и так далее. Еще одна интересная особенность, которая сразу как бы определяет, что вы общаетесь с мошенником, это когда ваши эмоции меняются от общения с ним. То есть вы можете прийти к нему с гневом, но это такие классные психологи, которые умеют вас настроить на другую волну. Вы потом выйдете от него, вы либо его жалеете, вы либо его прониклись к нему симпатией, там какой-то его ситуации. То есть всегда какая-нибудь такая метаморфоза с вами случается, и вы его жалеете. Как это я знаю, поскольку даже люди, которые приходят, продолжают консультироваться с юристом, они знают, что это схема мошенничества, они видят, что их обманывают, но почему-то готовы идти в бой, готовы бороться за то, чтобы вернуть свои заработанные деньги, вложенные вот в такие схемы. Они после общения с таким мошенником опять возвращаются и уже переработанные или обработанные эмоционально, у них другой фон. Они начинают жалеть такого человека. Мошенники имеют возможность и какой-то талант менять ваше состояние, жалость, это сочувствие. Ему как будто всегда хуже, чем вам, и вы действительно начинаете проникаться этим чувством. То есть таким образом мошенники держат вас в подвешенном состоянии. То есть они на самом деле очень хорошо играют вашими эмоциями, и вы всегда ожидаете, что вот-вот-вот-вот. То есть вся эта схема направлена на то, пока он с вами, возможно, на связи, что вот-вот вернет и подождите. То есть вы действительно верите, что вам вернут ваши деньги. Вы можете долгие годы обманываться. На самом деле есть люди в практике у меня, которые месяцами обманывались, годами обманывались. То есть все потому, что мошенники это делают искусно. Еще одно интересное наблюдение, друзья, что мошенники это образ жизни. То есть это люди, которые не только в этой сфере и не только вас одного обманывают. Это однозначно люди, которые, если это не первый раз с вами случайно произошло, то однозначно он склонный к тому, чтобы вести такой образ жизни, обманывать, забирать у других людей деньги, какие-то схемы вовлекаться, какой-то авантюризм у них в крови. Причем очень интересно также отметить, что мошенники бывают разного масштаба. То есть либо это бывают люди очень высокого достатка. На нас с вами они могут даже не посмотреть. То есть их категория, их объектов, субъектов преступления начинается от суммы там несколько миллионов долларов и выше, и такое бывает. То есть это мошенники крупного масштаба, они очень хорошо себя презентуют, у них всегда самые дорогие машины, у них роскошный образ жизни. И, соответственно, они даже иногда отказываются. Если вдруг вам с ними удалось столкнуться по какому-то роду вопросов и инвестиций, еще что-то, то они даже могут отказаться от ваших взносов, там, несколько сотен тысяч долларов, потому что это такая тактика. Им действительно, возможно, неинтересна такая сумма. Поэтому, друзья, пожалуйста, не обманывайтесь. Одно из обстоятельств, которые используют люди, мошенники, это то, что вы ослеплены их роскошной жизнью. И, конечно же, бывают мошенники среднего уровня, это те, кто среди нас, мы их в принципе не замечаем, они, кстати, они вас видят издалека сразу. Я сейчас расскажу об этом позже, но говоря о категории мошенников, есть даже мошенники, вы знаете, мелкого калибра, которые вплоть до на базаре вас могут там по мелочам обмануть, то есть мошенники не имеют нации, не имеют религии, они не имеют какого-то определенного рода деятельности. Это люди разные совершенно, поэтому не думайте и не ставьте какой-то штамп, стереотипы, не обманывайтесь. Просто будьте бдительны
И, соответственно, возвращаясь к тому, что мошенники вас видят издалека. То есть, если у человека появились деньги, почему-то у мошенников какой-то нюх на людей с деньгами, они сразу находят таких людей, предлагают какие-то интересные схемы. На самом деле вы не замечаете их вокруг, но как только у вас появляются деньги, у них появляются планы на ваши деньги, как их вложить, как их приумножить и так далее. И вы искренне верите, потому что это люди, которые умеют убедить. То есть, переходя к следующему признаку мошенничества и мошенников, это то, что они очень хорошие психологи. Они очень хорошо умеют убеждать людей. После общения с ними у вас какая-то эйфория, у вас какая-то вера в то, что вы получите большие суммы, доходы, что вот вы нашли золотую жилу. То есть это люди всегда на энтузиазме. Они, хотя не факт, они могут даже как-то использовать различного рода схемы, то есть они могут вас игнорировать, они могут обижаться, вызывать в вас сочувствие, раскаяние за то, что вы их преследуете. Также очень интересный факт, что где-то когда-то они вам помогают в чем-то. На самом деле бывают такие, которые помогли когда-то, это может быть не обязательно кто-то посторонний, это может быть ваш брат, сват, близкий, родной человек, и в этом случае очень тяжело, потому что мозг отказывается верить, что такой человек вас обманывает, и вы всегда находите ему сами оправдания и готовы находить оправдания. А такие люди, они, как правило, что-то для вас когда-то сделали, и они постоянно вам, возвращаясь к этому ваше сознание, что как ты можешь мне не доверять, если я тебе когда-то помог там на смертном одре твоего близкого родственника, там. Я к тому, что в целом вы всегда чувствуете вину, когда вы наезжаете на них, когда вы требуете свои деньги назад. То есть это тоже своего рода манипуляция, которую люди используют. Как я уже отметила, это люди разного масштаба. И возвращаясь к тому, что это могут быть кто-то из вашего окружения. То, что вы много лет знаете человека, это не означает, что он автоматически достоин доверия. Пожалуйста, будьте бдительны. Если вы думаете, что в вашем окружении находятся только люди, достойные доверия, это не всегда является правдой, потому что эти люди сами могут быть обмануты. То есть они часто вовлекают, мошенники просят: найди человека, у которого есть деньги, давайте вместе вложимся, давайте, там какая-то схема интересная. То есть люди реально искренне, ваши же близкие, могут верить кому-то другому. То есть вы даже можете не видеть главное звено всей этой схемы. Поэтому, друзья, это еще один фактор, когда не стоит доверять, даже если это ваш знакомый, близкий, начальник, друг, кто бы то ни было. Друзья, о мошенниках можно говорить бесконечно. В следующих видео я расскажу о том, как уберечься от схем мошенничества, как проверять сделку на чистоту. Пожалуйста, подписывайтесь на меня. Можете в Инстаграме задавать свои вопросы в прямом эфире. Я ввела в практику каждую неделю проводить. И, соответственно, я могу там в живом формате общения отвечать на ваши вопросы назревшие. И еще одно, наверное, самое заключительное в этом видео хотелось бы сказать, что очень часто вы сами, люди, которые несут деньги мошенникам, это люди, предрасположенные обманываться. Как правило, у таких людей есть какая-то внутренняя потребность верить в какое-то чудо, которое произойдет, если вложить какие-то суммы, то это все сразу придет вам какое-то благо, вы нашли золотую жилу, или это может быть ваша предрасположенность, связанная с каким-то внутренним вашим состоянием, когда вы сочувствуете, или вы пережили что-то совместное такое же. Очень часто, очень разные схемы, и мошенники, они знают ваши слабые места. У кого-то потребность любить и быть любимым, у кого-то потребность быстро заработать, какие-то схемы. То есть все это, то, что внутри вас сидит, оно и привлекает в вашу жизнь мошенников, поэтому это, наверное, отдельно нужно проработать, потому что в моей практике даже встречаются люди, которые без конца наступают на одни и те же грабли. Друзья, в следующих видео я расскажу, какие схемы мошенничества существуют.
Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на меня, задавайте свои вопросы к данному видео в комментарии. Возможно, у вас есть какие-либо дополнения по тому, какие схемы мошенничества вы столкнулись. И это не обязательно в Эмиратах. И еще раз хотелось бы отметить, друзья, очень важный фактор того, что я юрист, я в своей работе сталкиваюсь с этим постоянно. Это не означает, что в этой стране абсолютно очень много таких схем. Это означает, что вам нужно быть осторожными, что сейчас время такое, когда люди просто в панике, в поиске легкого заработка, кто-то теряет работу, и это их делает уязвимыми, и какие-то внутренние их слабые стороны, возможно, превалируют, поэтому они могут пойти таким путем. Друзья, еще очень важный факт, который я хотела бы отметить, что это совсем не с Эмиратами связано, то есть мошенники могут приезжать сюда, это даже люди, которые используют площадку Эмиратов для того, чтобы ассоциировать себя с этой страной. Это могут быть компании из других совершенно стран, и это не единичный случай, когда я наблюдаю в практике, когда это страны совершенно зарегистрированы в других компаниях, это компании зарегистрированы в других странах. И, соответственно, они приезжают в Эмираты и здесь уже создают площадку, здесь ищут клиентов, здесь ищут возможности легкого такого обманного путей, схемы и так далее. То есть это могут быть физические лица, это могут быть компании. Опять же, нету определенного такого шаблона, по которым вы можете их вычислить. Однако будьте предельно осторожными и не связывайтесь, пожалуйста, с сомнительными схемами. Если у вас есть какая-то внутренняя интуиция, чутье, которое подсказывает вам, не стоит доверять этой схеме, идите проконсультируйтесь с юристом. Если у вас нет возможности или сумма такая, вот у юристов бывает порой дорогая, на самом деле там работы тоже немало, называется due diligence, исследование, то, пожалуйста, сделайте сами первичный анализ. Друзья, ставьте лайк этому видео. Сейчас 6 утра, я встаю рано, чтобы успеть снять для вас видео, потому что дальше мне нужно работать. И вот с такими вот людьми, которые попали в такую ситуацию, нужно по госорганам бегать. И, соответственно, моей команде также будет приятно, если вы оцените нашу работу. Всем всего хорошего, пожалуйста, будьте осторожны, берегите себя. Всего хорошего, спасибо за внимание.